Вторая часть беседы с Михаилом Валентиновичем Чудаковым, заместителем генерального директора МАГАТЭ, главой Департамента атомной энергетики агентства, о том, какими путями атомная отрасль планеты может добиться цели, заявленной на конференции КОП-28. Речь в этой декларации, напомню, о необходимости утроить установленную мощность атомных энергоблоков к 2050 году. Тоже, но в числах. На день записи интервью мощность действующих атомных блоков в мире 379 гигаватт. То есть заявка, прозвучавшая в 2023 году, весьма и весьма смелая – выйти на 1137 гигаватт. И это с учетом того, что нынешний парк реакторов пребывает в солидном возрасте. В Европе и в США вывод из эксплуатации в ближайшие годы станет массовым явлением. Логика подсказывает, что основной вклад можно получить только за счет крупных блоков гигаваттного класса. Хотя, само собой, от перспектив реализации атомных станций малой мощности и атомных электростанций среднего класса отказываться нельзя ни в коем случае. Для справки. МАГАТЭ считает малыми реакторами те, у которых мощность в пределах 350 мегаватт. Средними от 350 до гигаватта. Но это скорее неформальные рамки, а не нечто жестко задокументированное. Во время разговора были названы и бегом-бегом перечислены несколько реакторов от разных компаний разных стран. На всякий случай остановлюсь на этом чуть подробнее, но речитативом. И, конечно, готов рассказать о любом из проектов подробнее, если вам, уважаемые зрители и слушатели, это интересно. Изобретатели-маркетологи самого названия реактора поколения 3+, компания Areva, Франция, разработавшая проект реактора APR 1600. Лицензия на дизайн проекта выдана АСН, государственным регулятором Франции, в 2007 году. Реализованы проекты. Причины задержек. Контракт по атомной электростанции Олкилоото был подписан раньше, чем госрегулятор Франции выдал лицензию на реактор. Изменения в проекте под постфукусимские требования по безопасности. Регулярные браки с качеством металла, тяжелых паковок и сварных швов. Конфликт с Siemens по технологиям автоматизированных систем управления технологическими процессами и другой электроники. Итог – практическое банкротство компании Areva, вмешательство правительства Франции, полная реорганизация французской атомной отрасли. На сегодняшний день строительство атомных энергоблоков, контроль над технологиями и общая координация принадлежит компании EDF. EDF отвечает за лицензирование проекта нового реактора EPR-2. Этот реактор был заявлен командой Макрона как база для новой атомной программы Франции, политический старт которой состоялся в 2022 году. АСН, госрегулятор, рассчитывает, что в этом или в следующем году EDF сумеет устранить все выявленные недочеты и добиться получения лицензии на этот проект. К лицензированию строительных площадок под новые блоки на базе реактора EPR-2 пока не приступали. Компания Westinghouse лицензию на дизайн реактора AP-1000 от государственного регулятора США NRC получила в 2006 году, тогда еще не подозревая, что речь идет о реакторе поколения 3+. Но годом позже французские маркетологи от атомной отрасли подсказали. Реализованные проекты. Причины задержек. Регуляторные. Внедрение дополнительных систем безопасности после аварии на Фукусиме. Решение о модульном принципе строительства выявило несостыковки работы подрядчиков, качество модулей, разрывы в цепочках поставок. Банкротство Westinghouse в 2017 году. Можно совсем коротко. Утрата штатами компетенции в реакторостроении. Отказ от строительства атомной электростанции Саммер как итог всего этого безобразия. Еще один пример. Второй блок китайской атомной электростанции Санмен. После ввода в 2018 году блок пришлось вывести из эксплуатации почти на 2 года. Причины – проблемы с главными циркуляционными насосами. Работы. Замена доработка насосов, возврат в работу в 2021 году. За краткостью остальные комментарии просто опущу. И еще один американский проект реактора гигаваттника, который, что называется, не взлетел. Проект разработан совместным предприятием General Electric Hitachi Nuclear Energy. Лицензия на дизайн реактора получена от госрегулятора США в 2014 году. Проект действительно упрощен. Без главных циркуляционных насосов. Предусмотрено охлаждение реактора без внешнего питания. Используется гравитация, конденсация, естественные процессы. То есть, сделан расчет на работу без вмешательства оператора. В результате меньше трубопроводов, меньше арматуры, меньше активных систем, то есть значительное снижение стоимости капитального строительства при безопасности на уровне постфукусимской. И ни одного заказа ни в Штатах, ни в Англии, где GE Hitachi тоже заявлялось на тендере. Тендеры шли в середине 10-х годов, во время натуральной антиядерной истерии.
активной смены регуляторных требований и зеленого мракобесия. Извините, но другого названия происходившему придумать не в силах. Сейчас ситуация вокруг атомной энергетики основательно изменилась. И не исключено, что с учетом всего накопившегося негатива вокруг AP-1000 и Вестингауза о проекте SBVR-1600 вспомнят и сумеют уговорить GE Hitachi вернуться к участию в возможных новых тендерах. Почему именно уговорить? У этого совместного предприятия есть новый действительно перспективный проект малого модульного реактора BWRX-300. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Кроме бывших участников Большой атомной тройки, Михаил Валентинович коснулся и новой серии китайских атомных реакторов CAP-1000 и CAP-1400. Аббревиатура расшифровывается простенько и со вкусом. China Advanced Passive. Китайские, продвинутые, с пассивными системами защиты. Но это такое восточное лукавство, едва-едва прикрытое, поскольку не заметить сходство американской и китайской аббревиатуры в названиях реакторов просто невозможно. AP и CAP. Одна из государственных атомных корпораций Китая, State Power Investment Corporation, SPIC, заключая контракт с Вестингаус, подписала с американской компанией соглашение о поэтапной передаче технологии, которая должна была завершиться к моменту ввода в эксплуатацию 8-го по счету блока в Китае. Итог известен. Сроки по строительству 4 первых AP-1000 оказались превышены в 2 раза. Начальная смета вырастет тоже в 2 раза. Потом последовал срыв с вынужденной заменой главных циркуляционных насосов. В 2017 году еще и банкротство Вестингаус с последующей сменой владельцев. Так что перенятие технологии и последующую адаптацию по требованию китайского госрегулятора останавливать было некому. Строящиеся реакторы CAP-1000, согласно базе данных МАГАТЭ, ПРИС. Освоив технологию, китайские атомщики двинулись дальше, ориентируясь на растущий спрос в собственной огромной по масштабу объединенной энергосистеме. Правда, о такой серийности, как в случае маленького брата реактора CAP-1000, пока что речь явно не идет. И вот то, что лично меня несколько удивляет. Рассказывая о новых атомных электростанциях, в 9 случаях из 10 забывают о Южной Корее и ее компании, аббревиатура которой приятна русскому уху. Korean Electric Power Corporation. КЕПКО. В 2022 году КЕПКО защитила проект реактора APR-1400 у государственного регулятора. А в этом году КЕПКО вполне способна попасть в десятку. За скобками беседы с Михаилом Валентиновичем остались наши реакторы ВВР-1200 и ВВР-ТОИ. Не стали мы обсуждать ее успехи с перспективами китайского HPR-1000, который одновременно и Дракон-1, и Хуалунг-1. Эту беседу совсем в другую сторону, в политику, в проблемы отношений России и Евросоюза, отношений Китая с тем же Евросоюзом и с Англией. Кроме того, у российского и китайского атомного комплекса с производством и комплектацией оборудования, возводимых ими атомных электростанций, проблем возникает на порядок меньше, чем мы это видим в случае американских и европейских компаний, вендоров. То есть, с точки зрения декларации КОП-28, тревожная ситуация именно у бывших членов Большой атомной тройки. Ну и кроме того, я очень надеюсь, что российские проекты плавучих АЭС, АЭС малой мощности наземных, которых коснулся Михаил Валентинович, вам, уважаемые зрители, хорошо известны. Если я ошибаюсь, пишите в комментариях. Точно так же я надеюсь на ваши вопросы, касающиеся всего, что господин Чудаков рассказал о системе подготовки специалистов, созданной МАГАТЭ. Мне кажется, что это интересно. А знаем мы об этом совсем немного. Мы начали, так скажем, экономическую часть вопроса. После включения атомной энергетики в зеленую таксономию Евросоюза, но с рядом ограничений, та самая World Nuclear Association, Всемирная ядерная ассоциация, и МАГАТЭ, насколько я понимаю, тоже в этом направлении движется, идет работа по привлечению международных финансовых институтов с тем, чтобы они подключились к новым проектам. Но вот те самые ограничения, они потенциально выводят из зоны финансирования как раз те технологии, которые на день сегодняшний и дают основной объем строительства для России и Китая. То есть, они могут остаться в стороне. И уже появилась такая инициатива, альтернативная к операции, атомная платформа БРИКС. Не приведет ли вот такой подход к тому, что цели декларации КОП-28
к фрагментации атомного мира. То есть, есть страны, у которых есть хорошо работающие технологии, но проблемы с международным финансированием. Есть страны, которые могут наладить международное финансирование, но со строительством проблемы самые разные. И вот что важнее, на самом деле, вот на этом этапе, если стремиться к утроению мощностей, конкуренция или кооперация? Я думаю, конкуренция все равно останется в этом поле, поскольку энергетика, она и есть энергетика. И кооперация, естественно, нужна. И эту кооперацию мы как раз ищем вот в NESI, Nuclear Harmonization Standardization Initiative. И мы работает. Само МАГАТЭ, оно создано для кооперации. Мы работаем со странами, которые собираются создавать атомную энергетику, делаем инфраструктуру, организовываем. А это эксперты со всех стран. Вот она, эта и кооперация и есть. И там все страны участвуют и дают передовой опыт. Мы, значит, на существующих атомных станциях и исследовательских реакторах проводим проверки тоже международными организациями, международными экспертами со всех стран, используя, конечно, нас, МАГАТЭ, как координаторов. В этом заключается международная кооперация. Но, естественно, мы не продвигаем какого-то конкретного вендора. Хотя мы можем видеть, что нам этот проект очень нравится, и мы можем нашептывать и говорить в стране, но открыто в документации мы немножко сторонимся от вендоров. Правда, вот будем двигаться, конечно, по линии NESI, по лицензированию, предварительному лицензированию проектов представленных. Поэтому нужна, конечно, и кооперация, но я просто не верю, было бы идеально, если бы она была, эта кооперация, но это тоже значит, что выбрать десяток проектов, а какие-то оттолкнуть и не двигать. А та страна надеется и ждет, что ее проект тоже будет двигаться. Ну вот пусть она двигает его, этот свой проект. А пока двигаются те, кто строит, тот и строит. Ну, то если, кто везет, тот и едет. Если говорить об атомных блоках гигаваттного класса, ну, то есть традиционных, так скажем, то сегодня заметны серьезные сложности с их реализацией. Допустим, французские проекты атомных блоков на базе реактора ЭПР-1600 – это и срывы сроков строительства, это кратное увеличение сметной стоимости. Инициатива со стороны правительства Франции о переходе на реакторы немножечко другие, ЭПР-2, но там нет одобрения государственного регулятора. То есть, как бы и хочется, и колется. Если мы говорим о Соединенных Штатах, то там, насколько можно судить, вот по открытой прессе, не настолько внутри отрасли, там сейчас какая-то стадия выбора, на что опереться. На реакторы AP-1000 от Вестингауза, там тоже есть проблемы. Или вернуться к проекту продвинутого кипящего реактора АБВР, тоже гигаваттный. То есть, вот... Вы знаете, при этом наиболее быстро продвигающийся, ну, действительно, вот то, что мы наблюдаем, это, конечно, китайский HPR-1000, он же Дракон-1, он же Хвалонг-1, российские ВВР-1200, вот теперь появятся первые референтные блоки ВВР ТОИ, может быть, он будет казаться заказчикам более симпатичным. У южнокорейских, по-моему, достаточно неплохо идет АПР 1400, а все остальные вот как-то немножечко... Не приведет ли это к тому, что вот вся эта цель КОП-28, утроение мощности к 50 году, уйдет вправо, поскольку вот у западных вендоров вот такая ситуация, что не очень понятно, что именно строить. А здесь у нас проблемы с финансированием, с лицензированием. Южная Корея пока в Европе еще ни одной лицензии не получала, у нее еще целый этап впереди. Ну, наверняка приведет. Но мы способствуем и пытаемся сделать эту кооперацию, в том числе привлечь международное финансирование, международные банки. И на словах это уже как бы обещано. А в реале это, конечно, гораздо сложнее.
А вот то, что вы упомянули, Фламанвиль и Олкилуота, которые там по 16 лет или сколько-то строились, это как раз хороший пример того, как государство отстранилось, и они стали из ЭДФ, значит, государственной компании, лепить там Ареву, которая отвечает, набили ее манагерами, менеджерами, которые фактически далеки от производства и поразваливали все. Вот сейчас они это одумались и вернулись обратно. Но проблема, конечно, существует, какие блоки двигать, но мы же не можем французам сказать, давайте возьмите наш 1200, он хорошо работает, и стройте его. Они не будут этого делать. Они будут двигать свои блоки, американцы будут двигать свои блоки. И IP-1000, мы знаем, значит, что на Санмене, да, китайский сразу столкнулся с проблемой замены парогенератора. Год простоял. Год простоял сразу. ГЦН, не парогенератор. Циркулирующий насос. Да, ГЦН, которые уверяли, 60 лет не требует никакого подхода и ремонта. Ремонт он потребовал на второй день, а подхода к нему не было из-за вот этой вот тесноты, попытка сократить на материалах на 30%, на бетоне, на конструкциях, на металлоконструкциях, на трубопроводах, а в результате им пришлось вырезать и парогенератор. Нельзя заменить, подлезть нельзя, поэтому блок должен быть ремонтно-пригодный. Сейчас китайцы молодцы, они на основе IP-1000 налепили своих блоков уже с учетом этой ошибки, которые, значит, китайские, CAP, значит, они побольше, пошире, и CAP 1400 они построили, уже работают два блока, которые они, значит, до сих пор немножко прячут, ну, наверное, боятся наезда Вестингауса, скажут, что это наши блоки по такой причине. Я не знаю, они их даже не зарегистрировали в нашем ПРИСе до сих пор. А мы знаем, что они работают и успешно работают. То есть даже те блоки, которые вы сказали вроде как стандартные, они модернизируются другим государством, которое решило их строить на своей территории, точно построят. Вот, может быть, с продажей у них возникнет проблема, поскольку это та же AP-1000, но модернизирована с учетом ремонтно-пригодности и собственного оборудования. И мы тоже сталкиваемся с проблемами, кооперациями, когда мы отдаем, значит, второй контур Нюклеайленд всегда наш, а второй контур отдавали, значит, и французам, и, значит, немцам, а поставок не было. Из-за того, что включились санкции, была задержка, и даже проплаченное оборудование, оно не приходит вовремя или вообще не приходит, и мы вынуждены делать наши собственные насосы, ГЦН, значит, дополнительное оборудование, которое изначально по проекту должны были поставить другие страны. То есть проблемы такие есть, и они решаются в основном тем, что мы переходим либо на оборудование собственное, либо дружеских стран. Такие задержки есть. Поэтому вот единство такого, что вот все поклялись на Библии, порвали рубаху, значит, до пупа о том, что мы сейчас в 3 раза увеличим атомную энергетику, конечно, это более бравада, чем реальность. А реально, конечно, нужно не 9% атомной энергетики иметь к 2050 году, что говорит наш прогноз, который мы не уверены, что тоже выполним-то. А если мы говорим о спасении, значит, от СО2, от выхлопа углеродного, то 25% иметь как минимум, 25-30%. Но пока мы видим, что это не происходит, но осознание происходит. И наглядные уроки дает политическая, военная ситуация по миру. Ну, на самом деле, вот, что касается американских проектов в Китае, там надо отдать должное, госрегулятор Китая с самого начала сомневался, что возможно производство насоса, который работает 60 лет без замены. И там, если посмотреть, они сразу начали прикидывать, как изменить этот проект так, чтобы он работал в реале, а не в фантазиях. Да, у них в результате получилось CAP. Ну, пока отрабатывают у себя, посмотрим, что скажет по этому поводу МАГАТЭ, можно ли им выходить с таким продуктом на международный рынок.
Ну и вот утроение атомной мощности к 50 году. Это ведь не только возможности самой отрасли, но и всего, что, ну, так скажем, смежное. Энергомашиностроение, металлургия, приборостроение. Вы касались проекта Улкилота, третий блок. Та часть отчета госрегулятора СТУКа, которая была опубликована в открытых источниках, она действительно отрыбь вызывает. 21 тысяча поставщиков. То есть менеджеры Арева, я не знаю, как они работали, потому что это более 3 десятков стран, как проводить заводскую приемку, все это было очень сложно. Но, тем не менее, вот проекты уже многие реализуются в формате международной кооперации. В отдельных странах отдельные блоки или отдельные комплекты оборудования, потом это собирается воедино. А как МАГАТЭ вот на такую практику смотрит? Будет ли обеспечена надежность вот при таком подходе, когда с нескольких мест, допустим, атомный блок строится в Соединенных Штатах, корпус реактора производится в Японии, вот такие сборные солянки. Можно вот такую модель масштабировать или нужен какой-то другой подход с тем, чтобы это все было сосредоточено как-то в одном месте, чтобы хотя бы проверить качество, соответствие требованиям по безопасности было легче? Как-то все это вот не слишком сложно, когда с самых разных сторон. Конечно, это сложно. И у нас есть программы, и мы занимаемся этим тоже с supply chain, значит, обеспечением снабжения. И тоже должно быть снабжение оборудования, значит, сертифицировано под атомную энергетику. И мы видели в разных странах, в том числе и развитых, в Корее, например, лет 20 назад, когда, значит, поставлялись кабели, совершенно не соответствующие, значит, пожаробезопасности и надежности атомной энергетики. Значит, то есть необходимо, и эти вещи пропускал местный регулятор. Поэтому, естественно, желательно, чтобы была налаженная цепь снабжения, оборудования с уже страной, которая имеет опыт выпуска этого оборудования, и заводы выпускали бы. Но это не всегда получается. Даже сейчас на наших блоках, когда по политическим причинам закрыты поставки по второму контуру, мы вынуждены, значит, переходить на собственные новые насосы, новое оборудование. Тоже и в других странах происходит. И в целом, конечно, идет большое доверие на местный регулирующий орган. Они должны отследить соответствие стандартам МАГАТЭ и всем положениям по безопасности и по качеству строительства. У нас есть программы, которые партнерские проверки, АСАРТы, значит, и программы, связанные с регулирующими органами, с выбором площадки, с погодными условиями на площадку, которые проводят эксперты из десятка стран по разному направлению. Поэтому там какого-то, значит, мнение, принадлежащее одному эксперту, оно не может быть главным, а в целом создается более-менее реальная картина того, что происходит. И мы проводим эти проверки, все страны принимают МАГАТЭ, проверку МАГАТЭ. Помимо МАГАТЭ есть организации, как ВАНО, World Association of Nuclear Operators, где я 8 лет тоже был директором Московского центра ВАО-ЭС. У них свои проверки связаны уже более с эксплуатацией и безопасной эксплуатацией атомных станций. Поэтому, конечно, такие пожелания остаются, что желательно, чтобы вся эта цепочка поставки и строительства была одной стороной, но в нашем мире, я думаю, это невозможно. Это невозможно. И страны сами, в которые ты приходишь и приглашают, они оговаривают, сколько и чего ты им отдашь на строительство в их стране. На локализацию. На локализацию проекта, поскольку им тоже интересно, чтобы была задействована их рабочая сила и, может быть, их оборудование, если оно соответствует стандартам и лицензировано, проходит лицензию, то с этим тоже договариваются. И, в общем-то, такая
перспектива и будет. Я думаю, что маловероятно, что блок будет целиком создаваться одной страной. Кроме, может быть, малых модульных реакторов. И вот плавучих атомных станций. Ну и сейчас даже плавучие атомные станции у нас корпуса делают китайцы. Вот у нас академик Курчатов новый пошел на Баемку пойдет. Он сейчас, наверное, в Питер прибыл, будет дорабатываться. И потом пойдет 4 блока ритм 200С в Чаунскую губу для снабжения Баемского месторождения, самого крупного в мире месторождения меди. Это такое вот освоение, и потом мы будем предлагать и уже предлагаем плавучие станции странам южным, более, модернизированные и усовершенствованные с учетом эксплуатации академика Ломоносова. И вот поэтому важно, конечно, строить малые реактора на своей территории, а потом уже их строить на территории других стран. Ну, вот такие кооперационные связи, когда часть оборудования в одной стране, часть в другой, потом все это собрали. Как вы думаете, может быть, логика подсказывает, что какой-то координирующий орган с тем, чтобы не слепили то, что вообще несочетаемо? Может быть, координационная роль МАГАТЭ должна усиливаться? Или вы хотя бы изначально должны знать, что вот будет вот такая солянка, там 32 страны в эту точку будут вести оборудование, а потом как-то комплектовать? Но только проверками. На самом деле ведь все рекомендации МАГАТЭ, они только рекомендации. Ну, разумеется. Страна может их и не выполнять. Но мы рады, что все, в общем-то, практически все их выполняют и прислушиваются к нам. А как-то диктовать. Мы проводим проверку. После этого показываем, эксперты показывают, какие рекомендации, и там по ним видно, что хорошо, что плохо. А принять решение остановить, прекратить, не строить, это как раз страны, соседние, большие страны, да, опираясь в том числе на результаты этой проверки. И, в общем-то, нет такой фактически страны, очень мало таких стран, которые хотят быть изгоями, и они прислушиваются к этому и исправляют, и делают. И это удлиняет процесс строительства ядерного объекта, инфраструктуры. Но это делается. Ну, вот вы коснулись стран-новичков. Вот я пытаюсь себе представить некое государство в вакууме. Оно оценило свою энергосистему. Да, атомная энергетика нужна, и перед ним просто россыпь самых разных технологий. Как ориентироваться, как сделать выбор, кто им помогает в этом направлении. Потому что я, новая страна, желаю войти в атомно-энергетический клуб. Передо мной технологии американские, французские, южнокорейские, китайские, российские, реакторы малые, реакторы кипящие. Вот какие-то критерии выбора МАГАТЭ предлагает им? И вот что касается малых модульных реакторов или немодульных, потому что есть проекты от Rolls-Royce, он не совсем модульный, вот свежий проект от TerraPower американской, он тоже пока не модульный, он, в принципе, демонстрационный блок. GE Hitachi собирается в Канаде строить. Какие-то критерии выбора уже созданы, то есть, вот, чтобы страна понимала, что вот это гарантирует безопасность, а это гарантирует, повышенный КПД, а этот вариант гарантирует возможность регулировать мощность реактора. Какие-то критерии для них придуманы? Да, сейчас порядка, вот было недавно 30 стран заявляли о желании строить атомную энергетику у себя, сейчас их уже, наверное, около 60. Тут каждый год десятками прибавляется, проявляя желание. И многие не имеют никакого понятия о том, что они собираются строить. И даже хотят исследовательские реактора, и спрашивают нас, а какой исследовательский реактор, подскажите. И мы помогаем им, создавать инфраструктуру. У нас есть такая программа, где они оценивают состояние по 19 направлениям, свою инфраструктуру в разных направлениях. Это и сети, и аварийная готовность, и регуляторы, и что делать эксплуатирующий персонал, что делать с отработавшим топливом, с радиоактивными отходами, и т.д. и т.п.
И мы оцениваем их инфраструктуру, их собственную самооценку, посылаем команду из экспертов из разных стран, где эксперт конкретно, большой эксперт по своему направлению, даем рекомендации. И здесь же вырисовывается, конечно, из конкретной ситуации по стране, что они реально могут сделать. Если у них маленькие сети, то они не могут большую станцию построить, сразу ушли на малые реактора. Малые реактора, но смотрите, где они реально работают, эти малые реактора. Значит, некоторые страны, даже на высоком министерском уровне, энергетическом, африканские, они говорят, вот нам нужно 2 блока по 1000 мегаватт, по гигаватту. А это будет уже, значит, в сети 80% сети, если не больше. То есть мы обычно по нашим понятиям предлагаем, чтобы не больше 20%, чтобы не развалились все сети при отпаде этого энергоблока. А они говорят, вот нам как раз 2 блока нужно, чтобы один блок резервировал другой блок. А понятия нет по отказу по общей причине, значит, и мы проводим воркшопы, семинары, обучающие школы у нас, Nuclear Energy School, Nuclear Management School, Nuclear Knowledge Management School, SMR School, малые реактора школа. И вот на малых реакторах в школе, да, мы приступили уже, что одну часть мы рассказываем в общем, а потом вроде как бы мы немножко отступаем и даем вендорам, приглашаем 1, 2, 3, смотрим, чтобы был баланс. Чтобы они их послушали, да, послушали сами. Больше информации. Но площадку им даем. Вроде мы активно не двигаем какого-то вендора, поскольку это вроде не наша роль. Не наша роль сказать, что это хорошо, а это плохо. Если и то соответствует стандартам МАГАТЭ, безопасности и прочим всем принятым документам, и утверждено их регуляторами, которые тоже соответствуют всем нашим стандартам и подвергаются проверкам, то мы не вправе и не можем сказать, что этот проект лучше другого. Хотя иногда это очевидно. То на ушко можем нашептать. Хорошо, но вот вы коснулись этого вопроса кадрового, так скажем. Мировой опыт атомной индустрии, причем и гражданская, и негражданская, показывает, что самая главная часть атомного проекта – это люди. Все остальное можно приложить, если нет специалистов, то ничего не получится. И понятно, что научная база у любых атомных реакторов одна и та же. Атомная физика, ядерная физика, квантовая физика. Но отличия, нюансы в национальных школах, конструкторских прежде всего, американские, французские, российские, китайские, требуют подготовки более индивидуальных специалистов. И вот как решать и странам-новичкам, и странам, которые стараются как-то разнообразить атомные технологии. То есть вот сейчас в Турции на завершающие этапы выходит строительство атомной электростанции Аккую, идут переговоры о том, что следующие, у них там большая программа развития, следующие будут строить, допустим, южнокорейские специалисты, или они еще с кем-то договорятся. А как готовить специалистов? Вот, особенно если это утроение мощности, это же огромное количество студентов надо уже куда-то отправлять. А есть куда? Как МАГАТЭ смотрит на... Значит, МАГАТЭ смотрит так. Значит, при создании инфраструктуры одно из направлений – это capacity building, как раз подготовка кадров, квалифицированных, способных управлять этой энергией атомной. И, естественно, участвует в этом и вендор, который ответственный вендор. Россия всегда готовит кадры. На нашей территории мы берем специалистов с этой страны, как и Турция, и Бангладеш, и с Ираном так было, которые учатся в наших университетах, в МИФИ, в других вузах профильных, проходят практику, проходят стажировку, обучаются на наших тренажерах. И после этого они какое-то время находятся за спиной наших операторов, что сейчас и с Бангладешем будет происходить. Сейчас вы знаете, что через несколько дней планируется загрузка первой кассеты, физпуск, и есть уже договоренности
о том, что эксплуатация российским персоналом продлится. Персонал Бангладеша будет пока на вторых ролях. А потом, через несколько лет, они постепенно возьмут эксплуатацию в свои руки, как было и с Ираном. И, например, Корея не сделала это в Эмиратах. И мы видели, одна из основных причин – это неподготовка персонала, поскольку они не брали на себя ответственность подготовки 100% персонала. Какой-то процент они свой выставили, а блок был не готов. И даже местным регуляторам, ну а местный регулятор у них международный, там тоже 20, если не больше, специалистов, но они принципиальные, хорошие ребята. Они не давали лицензию на пуск блока. 2 года они потеряли за счет того, что у них не было персонала на управление, значит, энергоблоков в Эмиратах. И, к сожалению, вы правы, эта тенденция будет продолжаться. Нужно своевременно готовить. Но нужно найти такой баланс. Если блок будет строиться по 16 лет там, или 17, как Алкилуота 3 или как Фламанвиль, там, то персонал, ну, Фламанвиль, ладно, он французский, здесь тут не столько с персоналом, может, не самый удачный пример, только по длительности, если долго будет строиться, но в стране, где нет персонала своего, то если ты его задолго заранее подготовишь, он разбежится в страны другие. Может, тоже неплохо будет подпитывать другие блоки, готовые к пуску. А если ты, значит, его поздно начнешь готовить, то он будет не готов. Поэтому я считаю, что это в первую очередь должна быть ответственность тоже вендора. Но мы помогаем, мы ведем школы соответствующие по подготовке персонала, устраиваем конференции международные, где заслушиваются доклады и подчеркивается важность этого. У нас есть договоренности с университетами, со многими. У нас есть программы гендерные, хотя сейчас тоже американцы разлюбили гендерный фактор. У нас Мари Складовской-Кюри Fellowship программ, где через которую прошло уже 900 девушек. Мы помогаем им получить магистра, мастер-дегри в университетах по профилю, значит, эксплуатация атомных станций, исследовательских реакторов, ядерная наука, ядерное законодательство, нераспространение, атомная ядерная медицина. И мы финансируем их обучение и их проживание. И конкурс очень большой. Мы отбираем, может быть, из 1100-200 человек, но уже 900 человек в этой программе, половина из них уже отучилась. И мы видим прекрасных молодых специалистов в разных странах. Гендиректор Гросси встречает их, и я их там встречаю. Если я выступаю, читаю лекцию в каком-нибудь африканском вузе техническом, то они подходят ко мне и говорят: мы прошли через эту программу, Мария Складовская. И они благодарны. И, значит, у них свой пул, они обмениваются с МАГАТЭ, мы следим за их карьерой. То есть мы участвуем, помогаем создавать. Также есть другая такая программа Лиза Майтнер, программ в честь Лизы Майтнер, австрийской ученой и атомщиком. И здесь уже работающие женщины на ядерных объектах, значит, группами выезжают в другие страны, смотрят аналогичные объекты, проходят курсы и по менеджменту, и по другим, и чтобы закрепить их, поскольку статистика такова, что остается только треть женщин на станциях. А когда на станции руководитель женщина, другое восприятие public acceptance, поскольку руководитель женщина, значит, она не столь опасна, и можно с ней жить, с этой атомной станцией, у всего народа данной страны. Но и масса других программ, не только гендерных, значит, как я уже сказал, с разными университетами у нас есть соглашение о подготовке кадров, есть, значит, практика в МАГАТЭ. Значит, я, как зам генерального директора, когда я еду по бизнесу, я всегда прошу организовать лекцию в техническом вузе. Во многих странах развивающих там и нет
значит, атомной профессии, но и технические вузы есть, естественно, там готовят электриков, специалистов, и с интересом все слушают, и я отвечаю на все вопросы. Самое главное быть правдивым и отвечать на все вопросы, которые тебе зададут, и про Чернобыль, и про Фукусиму, и про Тримай-Лален, и про возможность разбить реактор ракетой, да, можно его разбить, но это единственный минус. И стрелять по ним не надо, а надо сравнивать все плюсы и минусы с другими источниками. И необходимость увеличения энергии, поскольку растет количество народонаселения на планете. И вот я отвечаю на все вопросы, на пальцах по-простому рассказываю, как и вы доносите до ваших слушателей, значит, в отзывах, что по-простому доносится, и не уходя в глубокие формулы, и люди понимают, для чего нужна эта энергетика и почему без нее не обойтись. Ну, вы знаете, вот довелось мне общаться с выпускниками МИФИ, гражданами Турции. Разговаривал, как выглядит подготовка для турецкой атомной электростанции. Ну, если честно, мне понравилось. Там стажировки у них идут не только на действующих наших блоках в России. Они знакомятся с производством. То есть им предстоит на реакторе, ну, поехали, посмотришь, как делают реактор. То есть очень тщательно. И вот что мне совершенно не понять, вот рядышком у нас Китай. Свои технологии, российские технологии, французские, американские, даже канадские есть. Как да, они готовят специалистов, вот как подходить, если ты набрал несколько технологий из разных стран. То есть вот я смотрю на Турцию, мы дальше хотим работать с Францией. Ну хорошо, а как вы будете со специалистами справляться? А МАГАТЭ надо обеспечить, чтобы это было действительно на очень хорошем уровне, гарантировать и безопасность, и качество работы и так далее. То есть как вы это, как вам координировать-то вот это все? Вот вы упомянули Китай. Я объездил многие площадки Китая и многие университеты. Я почетный профессор Южно-Китайского университета. Сам я МИФИ закончил, образование у меня тоже соответствующее. И я вижу там аудитории, когда я читаю лекции, по 600 человек, студентов. Масса университетов, их десятки. То есть они выпускают специалистов гораздо больше, чем им надо. Наверное, уже с прицелом на внешний рынок. Я шутя говорю, если, конечно, Германия не вернется к атомной энергетике, она вернется к атомной энергетике, то закрывать их станции будут только китайцы, поскольку молодежь не пойдет только на decommission, на снятие с эксплуатации, если нет перспективы новых блоков. Но вот у китайцев как раз с персоналом проблем никаких нет. У них очень справляются с набором всех технологий. Не только справляются, и с избытком делают. И глаза горят, как у наших комсомольцев 30-х годов. Они видят великие стройки. И знают, что они будут руководителями, директорами атомных станций, руководителями компаний. И сейчас попадаются и встречаются очень молодые ребята, которые работали, стажировались в разных странах, у себя заканчивали, доктора наук, и глаза их светятся. И у них сейчас, по-моему, 57 энергоблоков. Они уже обогнали по производству электроэнергии Франции на атомной энергии, да, на втором месте после США. А в перспективе у них чуть ли не о 60 блоках еще плюс они говорят. Поэтому большие цифры заявляет и Канада, и США. Поэтому о заявленных цифрах мы делаем эти в 3 раза увеличения. Только за счет вот этих вот стран. Дай бог, чтобы оно двигалось. Чтобы у них по реалию мы пока не видим. Чтобы у них все получилось, потому что все эти попытки масштабировать, сначала референтный блок постройте, оцените его, пригласите в МАГАТЭ, пригласите тоже ассоциацию компаний-операторов, чтобы тоже посмотрели. Только после этого можно говорить о масштабировании. А вот эта попытка перепрыгнуть через одну ступень, мне кажется, что это немножко тревожно. То есть вы еще не построили ни одного реактора, а уже заявляете, как канадцы, еще ни одного реактора по новой технологии у них нет, но они говорят о том, что будут их строить 90 штук. Да. Если штуки сложат, там не в 3, там в 5 раз увеличение идет.